Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами, как вязала свою теплую шапку. Связана она из пряжи Alize Super Lana Maxi. Ушло у меня 1,5 моточка. Здесь в 100 граммах 100 метров. Рекомендован крючок 7-8, но я вяжу крючком номер 6. Также понадобится игла с широким ушком для сшивания открытых краев шапки и мерная лента для замеров. Без отворота шапка у меня высотой 33 сантиметра. Это замеры до ВТО. Я еще не стирала свою шапку. И по ширине примерно 22-23 сантиметра. Это в нерастянутом виде. А отворот у меня около 8 сантиметров. Шапка подходит для любого взрослого размера головы. Она хорошо тянется, и если вы будете соблюдать такое же количество рядов, как и у меня, и вязать из такой же пряжи, таким же номером крючка, то у вас должна получиться такая же шапка. По плотности вязания в 10 воздушных петлях у меня 8,5 сантиметров. В 10 рядах у меня 8 сантиметров, это в нерастянутом виде. Да, если мы растянем шапку, то эти 10 рядов могут превратиться и в 11 сантиметров, и в 12. То есть это такая хорошая эластичная резиночка. Мы будем вязать шапку поперечным вязанием. То есть цепочка воздушных петель у нас задает высоту нашего изделия, а ряды, количество рядов, задают ширину нашего изделия. Мы наберем цепочку воздушных петель и будем вязать укороченными рядами клинья нашей шапки. В одном клине у меня 10 рядов, и таких клиньев всего 6. Здесь рисунок столбики без накида за дальнюю дужку провязываются и образуют вот такую плотную резиночку. И после того, как все клинья будут связаны, мы закроем открытые края нашей шапки матрасным швом. Для своей шапки я набираю 42 воздушные петли. Здесь можно набирать крючком на пол размера или на 1 размер больше, чем основной крючок, либо же набирать свободно, для того, чтобы потом вот этот край начальный не был стянут по сравнению с последним краем изделия. И набираем 42 воздушные петли. И 42. Далее делаем 1 воздушную петлю для подъема на первый ряд. И так будем делать в каждом ряду. И во вторую петлю от крючка я буду вязать за дальние перемычки, вот за эти. Вот за эти у меня звено косички на крючке. И в первом ряду мы вяжем 32 столбика без накида, оставляя открытыми 10 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка за перемычку провязываем первый столбик, второй, третий и так далее. Всего 32 столбика вяжем. И последний 32 столбик в первом ряду. Здесь можете поставить маркер, если вы еще путаетесь. Вот у нас следующая точка, куда мы бы провязали, да, но мы здесь оставляем. И сюда можно вставить маркер для того, чтобы обозначить вот эту точку. Все, мы оставили 10 воздушных петель и провязали 32 столбика без накида в первом ряду. Переходим на вязание второго ряда. Второй и все последующие четные ряды у нас будут вязаться просто в вершины столбиков предыдущего ряда. То есть такое же количество, сколько у нас столбиков было в нечетном предыдущем ряду, будет в четном. Было 32, соответственно, делаем воздушную петлю, как обычно, для подъема, переворачиваем полотно и здесь уже начинаем вязать нашим узором за дальнюю дужку. Да, вот передняя, вот дальняя. И за дальнюю мы будем вязать столбики без накида. Было 32, вяжем здесь 32 до конца. И всегда у нас последний столбик в четном ряду и первый столбик в нечетном будет провязываться под обе дужки для плотности края. Да, это будет
край нашего изделия. То есть вот здесь мы с вами сейчас будем формировать клинья, да, вот здесь, а это будет низ нашей шапки. Все, и провязываем во вторую петлю от крючка за дальнюю дужку столбики без накида, всего 32 во втором ряду. И провязываем последний 32 столбик, проходим под обе дужки верхней горизонтальной и провязываем сюда столбик. Все, завершили вязание второго ряда. Далее делаем воздушную петлю для перехода на третий ряд, переворачиваем. И в этом третьем ряду мы с вами добавим 3 столбика из вот этой нашей цепочки воздушных петель. То есть мы провязываем 32 столбика без накида с дальнюю дужку, а затем будем отсюда набирать еще 3 столбика. При этом 2 столбика будут столбики без накида, а последний, третий, будет соединительный столбик, да, уменьшаем размер, высоту столбиков. Во вторую петлю от крючка начинаем вязать, да, здесь мы вяжем первый столбик в нечетном ряду под обе дужки для плотности края. И далее двигаемся за дальнюю дужку. Провязываем так 32 столбика. Так, провязываю 31, вот последний столбик 32. И далее еще 3 столбика из цепочки. При этом мы всегда будем в конце нечетного ряда, да, перед провязыванием первого дополнительного столбика проходить вот таким образом. Вот смотрите, у нас здесь есть вот такая перемычка, да, у изнаночного столбика, у изнаночной стороны. Мы эту перемычку оттягиваем и проходим сюда крючком, достаем рабочую нить, и далее уже только после этого мы проходим в следующую, да, петлю пропущенную, то, что вот мы оставляли. Я сниму маркер и проходим вот сюда, да, в эту точку, в первую, достаем рабочую нить. И здесь провязываем вот эти 3 петли следующим образом. Сначала провязываем 2 петли, далее делаем накид и провязываем еще 2 петли. Таким образом прибавили первый столбик. Далее вяжем второй столбик без накида в следующую петлю. Прибавили второй. И третий у нас всегда последний в прибавках будет соединительный столбик. Захватываем рабочую нить и просто протаскиваем через петлю на крючке. Все, и таким образом у нас прибавилось 3 вершины, да, столбиков. И следующий, 4-й четный ряд у нас будет уже состоять из 35 столбиков без накида. Во вторую петлю от крючка за дальнюю дужку продолжаем вот так вот вязать весь ряд, 35 столбиков без накида. Последний столбик вяжем под обе дужки. Подхожу к концу 4-го ряда, под обе дужки провязываю последний 35 столбик. Далее делаю воздушную петлю для подъема, переворачиваю. Смотрите, я хочу немножко остановиться на том, как формируется вообще клин, да, какое чередование прибавок я выбрала для своего клина. Для того, чтобы вы не запутались, запомните основные правила. Всегда в нечетных рядах, начиная с 3-го, мы начинаем прибавку. Да, мы прибавку делаем в конце ряда нечетного. И здесь я выбрала первое чередование, это у меня будет прибавка в 3 столбика. Далее в следующем нечетном ряду, в 5-м, у меня будет прибавка 2 столбика. Следующий нечетный ряд, 7-й, снова 3 столбика. И следующий 9-й нечетный 2 столбика. Итого я выйду, да, за 4 раза, за 4 нечетных ряда после 3-го, включаю его, я выйду на нужное количество столбиков, да, столько воздушных петель, сколько я набирала, 42. И здесь тоже основное правило, всегда у нас вот в прибавке, например, из 3 мы провязываем
первые столбики без накида, а последнюю это соединительный столбик. Если мы делаем 2 прибавки, то последнюю мы тоже соединительным столбиком провязываем, а первую столбиком без накида. Столбик, столбик без накида, соединительный столбик. Столбик без накида, соединительный столбик. То есть у нас всегда заканчивается нечетный ряд соединительным столбиком, да, чтобы было такое плавное прилегание вот к этой цепочке. Все, отчетные ряды мы всегда повторяем количество столбиков столько, сколько было в предыдущем ряду, да, нечетном. Все, я надеюсь, так более или менее визуально вы немножко поняли, и обязательно у нас вот этот вот край шапки, он у нас всегда провязывается под обе дужки для плотности. Итак, вяжем 5-й ряд. Как обычно, первую в нечетном ряду мы провязываем под обе дужки. И далее двигаемся за дальние дужки, провязываем во все вершинки. И в этом ряду мы прибавляем с вами 2 столбика. Будет 1 столбик без накида, 1 соединительный столбик. Итак, пожалуйста, провяжите 35 столбиков за дальние дужки и встречаемся с вами на прибавке 2 столбиков. 34, 35. Далее переходим к добору из цепочки, столбики будем добирать. При этом обязательно вот эта перемычка, в нее проходим крючком, подхватываем рабочую нить и только после этого добираем из цепочки воздушную петлю и провязываем 2 петли на крючке и затем еще раз 2 петли на крючке. И следующую мы провязываем уже соединительным столбиком, да, потому что мы здесь 2 присоединяем. Все. Итак, мы вышли на 37 столбиков в 5-м ряду. Делаем воздушную петлю, переворачиваем и вяжем 37 столбиков за дальнюю дужку. Последний вяжем под обе дужки. 6-й ряд у нас. Закончила вязание 6-го ряда. Воздушная петля для подъема, переворачиваем. И в 7-м ряду мы будем прибавлять 3 столбика. Провязываем вершины предыдущего ряда столбиков, да, 37 у нас здесь столбиков, и добираем еще 3. Итого выходим на 40 столбиков в 7-м ряду. Первый, как обычно, под обе дужки. И далее за дальнюю дужку. И так, пожалуйста, самостоятельно до конца провяжем и встречаемся на добавке. И 37. Далее перехожу к прибавкам. При этом прохожу в перемычку, оттягиваю, завожу крючок, прохожу рабочую нитью через эту перемычку и далее первую набираю петлю, провязываю 2 петли на крючке и затем снова 2 петли на крючке. Одну прибавили, дальше в следующую столбик без накида. И третью прибавляем, обязательно в конце соединительный столбик у нас. Все, 3 прибавили, вышли на 40 столбиков в 7-м ряду. Делаем воздушную петлю для подъема, переворачиваем за дальнюю дужку, провязываем 8-й ряд, 40 столбиков без накида. Последний столбик провязываем под обе дужки. И приступаем к вязанию 9-го ряда. Это заключительный ряд с прибавками. Здесь мы уже наберем нужное количество столбиков. Провязываем 40 столбиков за дальнюю дужку и затем встречаемся на прибавке еще 2 столбиков. И не забываем, вначале мы провязываем под обе дужки, далее вяжем за дальнюю дужку. Пожалуйста, самостоятельно провяжите. Всего здесь у нас 40 столбиков из вершинок. Так, 40. Проходим сначала в перемычку, оттягиваем ее. Захватываем, проводим рабочую нить и проходим в следующую в цепочке. Провязываем сначала 2 на крючке и затем еще раз 2. Это первая прибавка. И в последнюю провязываем соединительный столбик.
Все, мы с вами вышли на то количество столбиков, сколько набирали воздушных петель, 42. И сейчас провязываем последний заключительный ряд в клине, 42 столбика без накида. Здесь также за дальнюю дужку начинаем этот четный ряд и вяжем до конца. В конце обязательно вяжем за обе дужки. Итак, мы с вами закончили вязание первого клина. Вот такой он у нас получается. И далее нам нужно связать еще 5 таких клиньев. Всего их будет 6. Здесь, начиная уже с этого ряда нечетного, мы будем его считать как первый ряд и будем повторять первый ряд в втором клине точно такой же, как и первый ряд в первом клине. То есть это основание мы считаем как за цепочку воздушных петель, провязываем здесь 32 столбика, 10 оставляем, да, и по такому же принципу вяжем второй клин. Да. Я еще в описании оставлю обязательно порядное описание клина, да, здесь всего 10 рядов, очень просто, вы только один раз стоит вам связать, и вы уже поймете принцип. Поэтому я еще такую памятку оставлю, на которую вы сможете опираться. И провяжите, пожалуйста, самостоятельно еще 5 клинов. И встречаемся, когда будет у нас всего 6 провязано. И давайте еще сделаю замер, что у меня сейчас получилось. Это до ВТО, 8 в нерастянутом виде. И вот по самой высокой части 34 сантиметра в высоту. Так, я хочу обратить ваше внимание на то, как мы провязываем вот эти прибавки, да, откуда. Мы здесь также их вывязываем из дальней дужки, да, то есть если мы в первом ряду вывязывали из перемычки, да, то здесь мы продолжаем рисунок и вот первую прибавку делаем за дальнюю дужку, вторую прибавку столбик без накида и третью соединительный столбик. Да, все делаем за дальнюю дужку, для того, чтобы сохранить рисунок. Я нахожусь на 10 ряду 4 клина. У меня закончился первый моток, осталось вот совсем немножко. И сейчас я хочу вам показать, как я ввожу нить от второго моточка. Здесь все очень просто, я не связываю никак нить, я просто продолжаю вязание, вводя вот эту новую нить, да, нового мотка. Вот, например, провязываю еще пару столбиков, и вот этот столбик я уже не буду довязывать до конца старой нитью, беру от нового моточка нить и довязываю столбик, все подтягиваю, придерживаю и далее просто продолжаю вязать, вывязывая вот эти хвостики. Эта нить такая очень, она хорошо сжимается, поэтому здесь такого прям сильного объема даже от двух кончиков не будет видно. Поэтому просто ввязывайте по всей длине хвостик, один и второй. Итак, я провязала все 6 клиньев, вот что у меня получилось. Сейчас еще сделаю вам замер полотна. В нерасправленном виде это 43 сантиметра и в высоту 32. Так, и смотрите, там, где у нас заканчивался последний ряд, у нас ниточка слева, вот это и будет наш изнаночный ряд. Вот это наш лицевой ряд. Далее я перехожу на иглу, обрезаю нить примерно в 3 раза длины шапки, оставляю кончик, полностью высвобождаю нить из петли и ввожу в иглу. И далее мы будем сшивать матрасным швом на изнаночной стороне. Обычно матрасный шов прокладывается по лицевой стороне, но у нас здесь такой рисунок, который позволяет нам применить его на изнаночной стороне. И так у нас будет сохранен рисунок. И тогда, когда мы сделаем отворот, да, на отвороте у нас вот с этой стороны будет такая повторяться имитация рисунка. И далее тоже будет примерно, да, сохранен рисунок. Поэтому мы будем делать на изнаночной стороне. Для начала мы с вами закрепим нить, проходим в противоположную косичку, вот сюда, от себя заводим иголочку под петлю.
И вот отсюда же мы начнем присоединение, да, то есть мы проходим снизу вверх под основание столбика, вот столбик, вот основание, сюда проходим, вытаскиваем рабочую нить полностью и также проходим вот сюда снизу вверх, также под основание столбика на противоположной стороне. Далее проходим, вот у нас следующий столбик, проходим под основание следующего столбика, вот так, снизу вверх у нас игла всегда идет, и сначала справа, затем слева в такую же точку. Это второй столбик на противоположной стороне, да, основание, вот так, снизу вверх и полностью выводим нить. Следующий столбик, третий, вот он, и третий на противоположной стороне. Все, и вот таким образом мы сшиваем все петли нашего края. Все, вот так вот соединяем, и постепенно вот здесь мы шов затягиваем вот таким образом. Итак, сшила весь край, и теперь мы закроем в кольцо вот эту нашу макушку вверх. Здесь у нас будет 6 точек. Вот смотрите, ориентируйтесь на вот эти перемычки. Раз. Дальше у нас идет такая протяжка. Дальше снова перемычка. 2. Да, это изнаночная сторона столбика. Дальше снова перетяжка. И следующая перемычка. И таких перемычек у нас будет 6 всего. Вот мы проходим в первую. Вот сюда. Далее во вторую. Это столбики от последнего 10-го ряда в каждом клине. 3, 4, 5, так, и вот 6 последняя. И еще разочек пройдем. Все, теперь затягиваем. И сейчас посмотрим, что с изнанки у нас получается. Ой, с лицевой. Вот такое колечко. Так, и закрепим здесь нить еще. Еще пройдем еще разочек в первую. Так, сюда. Еще сильно-сильно затягиваем. Можно еще раз пройти по этим же точкам для такого для большей плотности. И завязываем здесь на узелок. Предварительно еще потяните обязательно. Все, затяните. И вот этот узелок, я совсем забыла сказать, что его нужно распустить. И сама тоже этого не сделала. Для того, чтобы не было лишнего объема здесь. Это узелок от нашей цепочки воздушных петель. Все, затянули. Еще раз затягиваем хорошенько. Все. И делаем вот такой плотный узелок. Так, все, обрезаем. И уводите хвостики между столбиков в любом направлении.
Все, и теперь можно выворачивать шапочку на лицевую сторону. Вот у нас здесь практически незаметно, да, где у нас сшивалось. Сейчас найду. Вот здесь вот можно видеть хорошо. Вот этот шов наш, он практически не заметен. Вот так выглядит отворот на изнаночной стороне. Вот так. И обязательно после того, как шапочка связана, постирайте ее в прохладной воде. Можно добавить какое-нибудь средство мягкое для стирки и полностью высушить шапочку и потом прогладить. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если это видео вам понравилось, пишите в комментариях обратную связь, получилось или не получилось у вас, что было непонятно, все вопросы можно оформлять в комментариях. Также я напоминаю о том, что у меня есть телеграм-канал, в который можно присылать фотографии готовых работ. Большое вам спасибо за просмотр, за внимание. Пока-пока!